За всю карьеру Keep Larians сделали множество как и удачных проектов, так и провальных. Сегодня мы поговорим об этом и сделаем некоторые выводы. Всем жителям Ютуба привет! Погнали! Начнем мы с самых легендарных и лучших игр Keep Larians, и потом перейдем к самым худшим. Самой популярной игрой данной студии, безусловно, является Ice Cream. И в первую очередь, разумеется, оригинал. Игра вышла в 2019 году. По сюжету нам нужно спасти друга, которого заморозил и похитил злой продавец мороженого Род. Нам нужно в срочном порядке перемещаться между разными локациями на фургоне Рода и разгадывать головоломки. И все это вместо вызова полиции. Игра разрабатывалась как эксперимент для привлечения аудитории помладше. И хоть потом она стала целевой, эксперимент удался на славу. Игрушка стала мега популярной и заняла строчку самой популярной игры от Keep Larians, получив отметку 4,4 в отзывах Google Play. Скачивания давно перевалили за 50 миллионов. Персонаж очень сильно полюбился зрителям, и это не могло не прийти к сиквелу. Evil Nun. В 2018 году выходит первая на данный момент открытая игра от Keep Larians. Вы получили таинственное приглашение в летний лагерь Eagle Junior, где оказались в плену у злой монахини. Разумеется, нам нужно свалить отсюда, прежде чем сестра Мэдалин примет нас на работу в прачечную. Ну или закопает. Прячьтесь от монахини и исследуйте школу в поисках пути на свободу. Франшиза монахини может похвастаться своим масштабом. Она настолько крута, что умудрилась попасть в историю мороженщика. На данный момент монахиня насчитывает несколько игр и собственный внутриигровой магазин. Есть свой мерч и даже ПК-версия. Заслуженная, самая первая и при этом популярная игра от Keep Larians, имеющая отметку 4,2 в Play Market и 50 миллионов скачиваний, что просто не могло остаться без внимания и сиквела. Мистер Мид. В 2018 году Keep Larians выкупает у студии Calypso Games игру Psychopant Hunt и переделывает ее под Мистера Мита. Мясник, у которого нет души, и он хочет только убить, есть кровь и свежее мясо, чтобы утолить голод. Став серийным убийцей, привлек к себе следователя, который отыскал его раньше полисменов. Нам нужно спасти девушку Амелию Кларк и, возможно, раскрыть его секреты. Увлекательная хоррор-игра о расследовании дела о безумном мяснике также повлияла на студию. Игра также имеет отметку в 50 миллионов скачиваний и рейтинг 4,2 в Google Play. Хорошая игра, которая рано или поздно должна была получить продолжение. Ice Cream 2. Сиквел оригинальной игры мороженщика, вышедшей в 2019 году. История повторяется, но на этот раз с девочкой Лиз. Нам предстоит вновь изучать знакомые и новые локации, чтобы спасти сестру Чарли. Совсем недавно игра перевысила отметку в 50 миллионов скачиваний с рейтингом 4,3. Разумеется, повторный успех на такой высокой точке рейтинга в этом видео смог сказать продолжению «да». Ice Cream 3. Через год выходит еще одна часть Ледяного Крика. По все той же формуле мы путешествуем по новым и старым локациям, в надежде спасти своего друга Майка, который самонадеянно хотел спасти девушку Лиз. В конце игры мы все попадаем на фабрику мороженщика, и третья часть завершает трилогию «Приключения по окрестностям». И начинается фабричная сага, которая набрала уже не так много скачиваний, в отличие от третьей части, которая также собрала 50 миллионов скачиваний с рейтингом 4,2. Заметили, как с каждой частью рейтинг ухудшается? Evil Nun 2. В 2020 году после успеха первой части хоррора о монашке нам показывают ее предысторию. Мы переносимся по ту сторону этой истории на много лет назад, когда трава была зеленее и дешевле. Нам предстоит попасть в школу, когда она была еще оживленной и новенькой. Нам предстоит ощутить на себе гнев молодой сестры Мэдалин и узнать ее историю лучше. Игра успешно собрала 10 миллионов скачиваний с рейтингом 4,3 и, к сожалению, не закончила свой и так истощенный путь. Ice Cream 4. В 2021 году эта часть начинает сагу о фабричных приключениях. Род посадил вас и друзей в клетки, чтобы под романтичную музыку отправиться с вами в розовую комнату. Но мы освобождаемся, и теперь на нас лежит ответственность освободить друзей и изучить фабрику, опасаясь новых врагов. Скачивания заметно снизились до 10 миллионов, но рейтинг стабильно находится на отметке 4,2. И это еще только начало. Ice Cream 5.
В сентябре того же года идет самая скучная, но при этом для многих любимая часть игры. Здесь по новой механике нам нужно переговориться с двумя друзьями, чтобы помогать друг другу и в конечном счете объединиться. История ложится на Майка, который будет таскаться по котельной и искать выход. Игра собрала 10 миллионов скачиваний, но рейтинг упал на 1 балл, и теперь он 4.1, что уже влияет на игру в целом. Но это еще далеко не конец. Horror Brawl. В этом же году выходит первая онлайн-игра от Keyplarence. Это многопользовательская онлайн-игра в жанре королевских битв и хоррора, в которой вы будете участвовать в шутере на культовых картах против персонажей саг Keyplarence. Игра обрела успех на 10 лямов, и хоть сейчас игра явно не претендует на большее обновление, она многим запомнилась. Рейтинг стабилен 4.2. Ice Cream 6. Очередная часть. Снова повторяем формулу успеха, но теперь общаемся с Чарли. Он попал на кухню, где за ним будет охотиться еще один враг – Мэтти. Нашей задачей будет по классике путешествовать по фабрике и вернуть Чарли к нам. Снова 10 лямов, а рейтинг 4.1. Он не повышается. Мистер Ми 2. В 22 году мясник возвращается, и теперь он захватил тюрьму. Нам предстоит играть за Ребекку, которая должна была либо сбежать, либо остановить кошмар лично. Есть несколько вариаций концовок и новый враг – Терри. Игра собрала 5 миллионов скачиваний, что не так уж и много, и получила рейтинг 3.8, что заметно хуже, чем даже у Мороженчика. И слава богу, пока что продолжений нет. Ice Cream 7. Снова Мороженчик. Теперь мы будем играть сразу за 3 персонажей. Это Майк, Чарли и Лиз. Лиз тут будет выступать в главной роли. Теперь мы будем изучать таинственную лабораторию. Игра собрала всего лишь 5 миллионов скачиваний, но рейтинг возрос до 4.3. Возможно, на это повлияло возвращение на старые локации. Evil Nun Maze. В 2021 году выходит спин-офф к оригинальной игре Evil Nun. Теперь мы будем бегать от монашки по лабиринту. По сути, это такая небольшая игра Time Killer с хоррор-атмосферой, где нужно побивать рекорды и прокачивать навыки. Игра собрала 1 миллион скачиваний, что плюс-минус нормально. И взяла коронный рейтинг 4.5. Ice Cream 8. Глупо судить игру, которая вышла пару месяцев назад, но я могу предугадать ее примерные скачивания. Учитывая предыдущую часть, это соберет 5 миллионов скачиваний. На 10 миллионов игра вряд ли сможет рассчитывать. Здесь разработчики собрали все локации и всех персонажей. Пока что у игры более 1 миллиона скачиваний и рейтинг 4.7, что является пока что временным рекордом. Beach Cry. Каждая сказка начинается со слов «жили-были и уплыли», и в 2022 году от Keyplarence Publishing выходит эта игра. Не думайте лишнее, игру никто не выкупал. Здесь нам нужно оказаться в сказке с красивой графикой, чтобы воспользоваться навыками волшебства и сбежать из дома. Игра собрала средний 1 миллион скачиваний и средний рейтинг 4.3. Ice Cream United. Популярность Мороженчика заставила Keyplarence сделать отдельную онлайн-игру с 5 игроками, включая Рода. Классический побег от Мороженчика в новом стиле. Игра получила сомнительные 1 миллион скачиваний и ужасный рейтинг в 3.7. Evil Nun Rush. Странные эксперименты от разработчиков заставили их сделать обновленную Evil Nun Maze. Теперь у нас есть и сюжет, и разные режимы игры с новыми механиками. Но есть одно «но». Это было никому не нужно. Поэтому игра кое-как собирает на сегодняшний день 1 миллион скачиваний и теряется навсегда, что также прекращает историю монахини с низким рейтингом 4.1. Ice Cream Tycoon, который официально принадлежит Keyplarence. Игра, которую никто не просил и никто о ней не знал, но она вышла. Типичная игра в виде «ходи и лутай ресурсы». Ничего плохого или хорошего сказать не могу, но игра собирает 1 миллион скачиваний. Обычный спин-офф. Вы думаете, что это худшая игра? Нет. Angry King. Новая игра от Keyplarence из 2023 года. Мы попадаем в средневековье с красивой графикой и музыкой. И механиками тоже. Здесь нам нужно разыгрывать злого короля-тирана и смотреть прекраснейшие кат-сцены. Игра не набирает популярности и берет с собой пока что 500 тысяч скачиваний с рейтингом 4.3. Что ж, теперь вы знаете весь путь производства игр Keyplarence и как они скатились до не самых лучших времен. И сейчас эти времена до сих пор идут. Будем надеяться на лучшее. А на этом я это видео заканчиваю. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там выходят крутые посты. Всем пока-пока.